Привет! И ты снова на канале Супер Арбалет. Сегодня мы решили поднять тему, как прицеливаться из лука. Для наших покупателей это довольно-таки важный вопрос, ведь хочется не только стрелять, но и попадать. Когда на луке есть прицел, то еще можно как-то разобраться. А вот что делать, если его нету? Поэтому сегодня мы пригласили в тир Василия Карсанова. Привет, Василий! Привет. Чтобы он помог нам разобраться, что же делать, если нет прицела. Василий. Что делать? Конечно. Купить прицел. На этом видео закончено. Пока, ребята. Подскажи, сколько ты знаешь видов бесприцельной стрельбы? Ну и как они называются? Ну смотри, без прицельной стрельбы я знаю только один способ. Наугад. А все остальное надо прицеливаться. Сегодня остановимся на, давайте, 5 основных способах. И начнем, конечно же, с интуитивного прицеливания. Это наиболее распространенный метод, так называемой бесприцельной стрельбы. В чем он заключается? Здесь, как такового прицеливания, по каким-то там меткам, маркам, да, у нас отсутствует. Здесь очень важно сконцентрироваться прямо в той точке на мишени, в которую вы хотите попадать. Все внимание там. Всю остальную работу по прицеливанию сделает ваше бессознательное. Да? Но, смотрите, чтобы этот способ заработал, нужно очень много времени посвятить тренировкам. То есть нужен большой настрел на разные дистанции, в разных условиях и разные мишени. И тогда, только тогда вы будете сконцентрированы на мишени, а ваше тело сделает все остальное. И вы будете попадать. Минусом этого способа, очевидно, является то, что если вы не уделяете достаточно много времени тренировкам, вы не будете попадать. Второе, этот метод не очень точный. То есть, как ни крути, все-таки здесь это да, у нас сейчас очень популярное видео входит, где человек показывает, как указательным пальцем, да, мы прицеливаемся, и также он предлагает прицеливаться из лука. Попробуйте дома, ребят, указательным пальцем просто потыкать, и вы увидите, некоторое рассеивание будет, он не всегда очень точно указывает вам на цель. И с интуитивным прицеливанием то же самое. Но, если нам нужно быстро, в какую-то движущуюся мишень, да, это идеальный способ для того, чтобы попадать. По-другому нет, вы не успеете совместить какие-то там прицельные марки, вы не успеете найти, где там ваш прицел и так далее. И вот вам нужно попасть, зарядили, скинулись, раз, выстрелили, попали. Вопрос из зала можно? Да. А если ты стрелы поменяешь, тебе надо сам или опыт весь этот нарабатывать с новым весом стрелы? Смотри, и да, и нет. Почему да? Другие стрелы летят по-другому. Почему нет? У тебя достаточно большой опыт. И, соответственно, ты очень быстро перестраиваешься. Прям буквально на ходу переобуваешься, как говорят. Потому что твой опыт сам подскажет. То есть ты делаешь 1-2 выстрела, и все, приходит понимание, и поправки сразу автоматически выравниваются. Просто главное не забывать, что у тебя стрелы другие. Все. Освоить этот способ очень просто. Все, что вам нужно, это щит, в который вы будете стрелять, листок бумаги, да, ручка или маркер, который вы просто на этом листе бумаги ставите себе большую жирную точку. Можете поставить сразу несколько точек. Там, в любом порядке. Задача простая. Вы просто концентрируетесь на той точке, в которую хотите попасть. Да? Для начала выбирайте небольшое расстояние, 1,5-2 метра, неважно. И добиваетесь того, чтобы, глядя на точку, ваши стрелы в эту точку и попадали. Все. Как только начинает получаться на 1,5-2 метра, отходите на 3 метра, на 6 метров, на 10 метров, на 15 метров. Дальше, наверное, уже не стоит, потому что реально, ребят, метод интуитивной стрельбы, он очень хорошо работает на коротких дистанциях. Да? Если дистанция больше, то лучше другие способы, и мы о них сейчас как раз расскажем. Все, больше не мешай. То есть просто прям концентрируйся в эту точку. Я хочу туда. Да, на самом деле когда ты начинаешь потихонечку раскидывать Все, только туда, только точку видишь, все. Да, на самом деле это, слушай, работает, да. Оно, конечно, работает. Следующий способ, о котором я хочу рассказать, в английской литературе называется split vision, раздельное зрение, как там. Поясню сразу, что такое. Здесь у нас часть первая такая же, интуитивная, да? Мы уделяем основное внимание точке прицеливания.
Но, почему раздельное зрение? Здесь мы уже начинаем отслеживать положение наконечника. То есть наконечник у нас является такой своеобразной мушкой. По вниманию, ну, если по процентам, там примерно, да, 70% мы уделяем мишени и 30% наконечнику. То есть что это значит? Здесь мы уже начинаем смотреть, ну, в основном разброс по горизонту. То есть вертикаль у нас также остается, да, на откуп интуиции. А вот именно левее или правее, здесь мы просто отслеживаем уже положение стрелы, положение наконечника, и на это тратим чуть-чуть нашего внимания. Этот способ чуть более точный, чем интуитивный, потому что у нас уже появляется, да, нечто конкретное, за что мы можем зацепиться и относительно чего мы можем уже регулировать наши попадания. Мы вот прицелились в ту точку, в которую хотели, мы туда выстрелили, мы попали там левее, мы относительно этой точки выставляем там свой наконечник или стрелу чуть-чуть правее и начинаем попадать туда, куда нам надо. Вот и все про этот способ. Следующий способ тоже достаточно популярный. То есть вот после интуитивной стрельбы вот этот способ, да, второе место, ну и они постоянно там борются. Гэп-шутинг. Если по-русски, то стрельба с выносом или с отступом, с интервалом. То есть гэп это и есть, да, интервал, отступ. Что это такое? Здесь у нас уже появляется мушка настоящая. В роли мушки у нас будет выступать наконечник стрелы. Здесь фокус у нас уже основной будет именно на наконечнике, а мишень, да, вторично. Мишень мы уже четко не видим. Вот. Что дает этот способ? Дает он нам точность. Если мы знаем дистанцию, если мы знаем на эту дистанцию свою поправку, то мы попадем гарантированно. Ну, если мы делаем хороший качественный выстрел. Здесь уже нету, как в предыдущих способах, у нас воли случая. Да? Поэтому, как только мы начинаем говорить о прицельной стрельбе, вот это один из основных способов, который помогает нам попадать именно туда, куда мы хотим. В этом плюс. Минус, он уже не позволяет нам стрелять быстро. То есть здесь нужно посмотреть, сконцентрироваться и так далее. Он требует определенного опыта и определенного, опять же, настрела, потому что выстрелы мы должны делать одинаково, и тогда будет работать. Но это справедливо для любой прицельной стрельбы. То есть если мы используем мушку, если мы используем еще какую-то другую прицельную систему, да, там тоже надо, чтобы выстрел уже более-менее у нас был устаканенный. Для наглядности немного порисуем. Итак, смотрите, есть у нас некоторое расстояние, да, ну вот, как бы если мы берем баллистику, да, вот у нас мишень, мы хотим сюда попасть. То есть, если мы, вот у нас полет стрелы берем, да, то есть некоторое расстояние, когда мы, глядя на наконечник нашей стрелы и наводя его в центр мишени и попадаем. Это расстояние зависит от силы вашего лука, длины вашей растяжки, от того, какие у вас стрелы. То есть много параметров на это влияет, но как бы, оно абсолютно определенно четко для каждого стрелка имеется. В среднем это где-то 40 метров. Определяется опытным путем. Вы просто берете свой лук, свои стрелы, да, прицеливаетесь наконечник стрелы прямо в центр мишени и стрела в центр мишени попадает. Вот, но нужно понимать, да, стрела летит не по прямой, она летит по какой-то баллистической траектории, и она неравномерна. То есть здесь она у нас более пологая, здесь она более крутая. Вот, соответственно, если мишень у нас находится ближе, да, чем эта точка, то стрела, как мы видим, у нас будет попадать выше, если она там совсем близко, настолько, если она здесь чуть подальше, настолько и так далее. Вот этот момент нужно учитывать и тоже экспериментально попадаем. То есть кривая прицеливания у нас будет зеркально нашей траектории. То есть прицельная кривая у нас вот этих поправок, да, чтобы попадать в мишень, она будет зеркальным отражением траектории полета вашей стрелы. То есть вот, скажем, мишень у вас вот здесь вот там, на 5 метров. Да? Если вы прицелитесь в центр мишени, то попадете вы выше. И чтобы вам попасть в центр мишени, вам прицелиться нужно не в центр,
а ниже. Да? И насколько? Правильно, настолько же, насколько выше вы попадаете. Если у вас мишень вот здесь вот на 10 метров, да, стрела у нас еще выше уходит. И вот это вот момент, кстати, который очень часто люди ошибаются здесь. Они думают, что так, если я стою близко к мишени и у меня стрела выше попадает, то если я отхожу дальше от мишени, она же уже не так высоко попадет и попадет пониже. И вместо того, чтобы делать поправку, да, еще ниже, они наоборот начинают целиться ближе к центру мишени. И попадают выше, то есть стрела улетает выше. Поэтому смотрите, вот это все экспериментально определяется, то есть вы вот не знаете на этой дистанции, насколько выше или ниже вам нужно прицелиться. Вот у нас дистанция наша, да, 40 метров, point to point. Целимся наконечником в центр мишени, и в центр мишени стрела у нас попадает. Да, стоим ближе, там где-нибудь наши там 25 метров. Целимся наконечником в центр мишени, а стрелы наши выше попадают. Да? Вот наша величина поправки. Прицел здесь, стрелы здесь. Если мы хотим стрелы здесь, то прицел здесь. Вот сюда целимся, вот сюда попадаем. Так этот метод работает. Лево-право, здесь, ну, как бы смотрите, мы уже не смотрим, мы либо подгоняем нормально комплект, так что у нас разбросов лево-право нет, да, и потом просто вдоль стрелы смотрим ее направление. Либо как бы такая же поправка. Приходят стрелы сюда, когда целимся сюда, начинаем целиться сюда, стрелы у нас приходят сюда. Вот и все. Вот сейчас наконечник в центре мишени. Да. Вот. А теперь в синее его опусти снизу. Да. А теперь стреляй. Понял, да? О себе. Вот следующий способ, о котором мы расскажем. String walking. Ну, перехват по тетиве. Здесь все то же самое, что и было в предыдущем способе, но здесь мы уже наконечник всегда направляем в ту точку, куда хотим попасть. Здесь у нас вот наконечник уже является фиксированной мушкой. Мы уже ни выше, ни ниже, ни левее, ни правее никуда его не направляем. Здесь мы меняем уже угол наклона самого лука. То есть, если нам нужно попасть ниже, мы его наклоняем ниже. Если нам нужно попасть выше, да, мы поднимаем выше. Вот. Здесь мы не меняем нашу прикладку. Если мы прикладываемся вот сюда под скулу, мы всегда прикладываемся по скулу. Если мы прикладываемся вот сюда под челюсть, мы всегда прикладываемся под челюсть. Что мы здесь меняем? Мы меняем место, за которое мы держим тетиву. Да? То есть, если нам нужно попадать выше, мы беремся здесь. Если нам нужно попадать ниже, мы отступаем от стрелы на какое-то расстояние. Определяется оно тоже опытным путем. Здесь нам уже помогают, да, некоторые отметки, которые мы делаем для себя. Мы можем разметить напалечник. Да, и по этим отметкам, вот сюда вот прикладывая напалечник, можем определять величину нашего отступа. Так как мы достаточно четко можем это повторять, этот метод из всех вот условно без прицельных способов является наиболее точным. Помимо string-walking, когда мы просто по тетиве перемещаемся, да, есть еще face-walking, когда мы меняем в зависимости от дистанции прикладку. В большинстве случаев, на большинстве соревнованиях этот способ запрещен. Одним из вариантов, который вот face-walking применяется, это когда вот стрелки переходят от летних больших дистанций, когда мы прикладываемся вот здесь под челюсть, да, в зал на зимние, на короткие дистанции, и там прикладка под челюсть не всегда удобна. И некоторые меняют прикладку на вот сюда вот под скулу, для того, чтобы сократить вынос, про который мы говорили, когда рассказывали про гэп-шутинг. Все, больше про этот способ мы не будем рассказывать. Итак, заключительный способ, о котором мы сегодня расскажем, Fixed Crawl, или фиксированное смещение, фиксированный отступ. Он является неким симбиозом предыдущих способов, о которых мы рассказывали. Гэп-шутинг, когда мы прицеливались наконечником, и string-walking, когда мы перемещались по тетиве. В чем плюс данного способа? Не всегда нам удобно выносить наконечником. Скажем, если мы охотимся, и вот какая-то дистанция, на которой у нас достаточно большой вынос, нам приходится целиться мимо животного.
и это может породить промах, что на охоте нежелательно. Нам нужно каким-то образом уменьшить вот этот отступ, и вот как раз Fixed Crawl здесь нам помогает. В чем смысл этого способа? Мы на тетиве отмечаем, там, ну, вот я изоленtu принес, но, конечно, мы это делаем стационарно. Да? Мы ставим еще одно седло, отметку на какой-то дистанции. Вот у нас point to point, да, например, 40 метров. Но на 40 метров охотиться мы вряд ли будем с вами. Скорее всего, это у нас будет где-то там 25, может быть 30 метров. Да? И мы сокращаем это расстояние. То есть у нас мы делаем point to point на расстоянии 30 метров. То есть мы ищем то место на тетиве, куда нам нужно отступить для того, чтобы попадать четко на 30 метров в ту точку, куда мы целимся. И здесь ставим вторую отметку. Это нам позволит в дальнейшем, да, сразу же браться в том месте, где у нас вот point to point на наши 30 метров. Мы просто, да, смещаем вот эту точку вот сюда, ближе. Вот. Соответственно, мы уменьшаем и все наши остальные интервалы, отступы до этого расстояния. Если нам нужно стрелять на большую дистанцию, мы возвращаемся к своей, и у нас опять получается наш point to point 40 метров, и все остальные наши отметки работают. А Вот. как стрелять дальше 40 метров, если ты будешь перекрывать уже все наконечником? В этом ограничение, что способа string walking, что способа fixed crawl. Да? У нас есть наша предельная дистанция, на которой мы целимся в центр мишени, и в центр мишени попадаем. Но, вспоминаем гэп-шутинг, если нам нужно стрелять на большую дистанцию, мы просто начинаем выносить опять нашу точку прицеливания. То есть микшируем несколько способов прицеливания. Вот нам нужно попасть вот здесь вот на 50 метров. Да? Если мы выстрелим, то мы попадем ниже. Мы просто берем вот здесь под хвостовик, да, мы прицеливаемся выше мишени вот куда-то сюда, и наша стрела попадает четко в центр. Хотели бы выразить благодарность клубу МАИ, где вы можете пострелять из любого классического, либо блочного, либо традиционного лука. И особенно Максиму Кузнецову. А также хотели бы выразить благодарность Александру Курашову, который несколько лет назад был на выставке АТА и был там на конференции, записал одно очень интересное видео. И потом перевел это видео, сделал статьи, поэтому это очень нам помогло для подготовки этого видео. Поэтому надеемся, что наш контент вам интересен был. Подписываемся на наш канал, ставим лайки. Спасибо, Василий, тебе огромное. Всегда рад. До новых встреч!